Меня зовут Константин Зырянов, игрок футбольного клуба «Зенит Санкт-Петербург». Всем здравствуйте. Футбол я начал заниматься в 7-летнем возрасте, это официально, а мяч во дворе, конечно, я гонял с 4-5 лет было. Предположить, что буду играть на столь высоком уровне, я не мог, конечно. Даже не загадывал, что буду в футбол-то играть. Я просто занимался, как и все дети. Никто не строил, родители не строили далеко идущих планов, чтобы, например, заставить ребенка заниматься футболом, чтобы он вырос хорошим футболистом, чтобы зарабатывал больше денег, чтобы купил наконец-то семье квартиру, потому что раньше квартиру нельзя было купить в Советском Союзе, вы это знаете, ни машины. Поэтому, жили как жили, получится время, нравилось в футбол играть. Вот такой вот ответ. Этот город есть. Этот город Стерлитамак. Потому что в день матча, перед предматчевой установкой, у нас были такие чайнички, я с собой возил, покупал его на рынке в городе Перми, за ручку, который стоит как кипятильник, как стакан. Я его неаккуратно взял, уже вода вскипела, и кипяток вылился мне на ногу, на икроножную мышцу на правую. Там чуть ли не до мяса, все, установка, здесь мне очень больно, там холодной водой. Спросили, будешь играть? Я говорю, буду играть. Было адски больно, причем там температура была 38, наверное, жары в Стерлитамаке. В перерыве, когда было там какие-то тренер вносил изменения в игру, я стоял под душем, под холодной водой эту ногу, вышел второй тайм, отыграл. И самое ужасное было, потом нужно было еще ехать 10-12 часов до Перми на автобусе после игры. Вот это было самое ужасное. Вот этим мне запомнился город Стерлитамак. Скорее всего, останемся, потому что дети родились здесь уже, 2 детей. Смысл переезжать куда-то. Конечно, вот климат поменять бы. Я думаю, не только один я, все жители Санкт-Петербурга хотят поменять климат. Какой-нибудь, но очень теплый такой. Тогда с удовольствием все бы жили в Санкт-Петербурге. Дела у моих малышей отлично. Умеют, практически ничего не умеет, потому что Льву 4,5 года, Полине 1 год. Сейчас у Льва такой возраст идет, что у него все время почему, ему все интересно, он проявляет свой характер, в основном капризничает, что я не понимаю, а Полина все таскает, что увидит, сразу засовывает в рот. Пытаемся, чтобы слишком мелкие детали не проглотила, сдерживать ее. Я думаю, дети сами решат, связывать свою жизнь со спортом или нет. Если будет получаться, ради бога. Не будет, будет заниматься чем-нибудь другим. Как вы поддерживаете свою физическую форму? Прочитал Владимир Быстров. Владимир Борисов задал вопрос этот. Свою физическую форму поддерживаю. Занятия в тренажерном зал хожу. Например, если не хватает мне скоростно-силовой выносливости, немножко делаю рывки после тренировки. В отпуске бег. Конечно, в отпуске я отдыхаю, наверное, недели 2, а потом уже приступаю к работе физической, чтобы подойти к сборам в оптимальном состоянии, чтобы было не так тяжело на сборах. Раз про «Зенит» больше ничего писать не могут, как команда играет в футбол, потрясающие какие футболисты у нее, какие-то комбинации, поэтому пишут о разладе. И люди верят всему же. Нет, разлада у нас в коллективе нет, скажу откровенно. Поэтому приглашаю всех на тренировку, посмотрите, пройдите. Не стоит обращать внимание о том, что пишут в СМИ. Зачастую это все неправда. За примером далеко ходить не надо. Виталий Валерьевич, честно отвечаю вам. К промаху Широкова никак не отношусь. В этот момент меня на поле не было. А то, что, пенальти не забили, конечно, это шок для всех болельщиков, я думаю, для футболистов, потому что все уже думали, что 2-0, мы сейчас в дополнительное время и додавим, спокойно выйдем в следующий круг. Не в пенальти дело, а в том, как мы проиграли в Базеле, на последних минутах пропустив 2 гола. Даже если бы пропустили 1, у нас шансы были большие. Поэтому даже не стоит акцентировать внимание на этом промахе. Спросили, конечно же, финал Кубка УЕФА. Что ты скажешь? По-другому нельзя сказать.
Если бы, конечно, вышли на финал чемпионата Европы в 2000 году, тогда бы можно было сравнивать. Да, финал Кубка УЕФА. Как вы относитесь к присутствию на тренировке сборной Андрея Аршавина, который появился, грубо говоря, из кустов? Вот, грубо говоря, не говорите тогда. Вячеслав Славянский вопрос задал. Ну, появился Андрей Аршавин из кустов, ну, поприсутствовал на тренировке, ради бога. Это все-таки капитан команды сборной России. Поэтому ребята, наверное, рады были его видеть. Потом, когда увижу Андрея Аршавина, может быть, еще увижу Андрея Аршавина, передам ему, чтобы из кустов больше не появляйся на тренировку сборной России. Сейчас, когда восстанавливался от травмы, конечно, мог представить себя велосипедистом, когда, в общем, каждый день крутил велосипед. Там уже в команде все смеялись, что вот Тур де Франс хочешь выиграть, что делать? Приходится крутить. Нет, кроме футбола я нигде, наверное, себя не вижу, ни в каком другом виде спорта. Какую книгу вы сейчас читаете? Отвечу честно, никакую. Нет времени, чтобы читать книги. Дети занимают все свободное время. Последний раз я прочитал это «Архипелаг ГУЛАГ». Я думаю, никому не интересно, это, особенно нынешнему поколению. Хотя советую, прочитайте. Ну вот сейчас пытаюсь посмотреть 17 мгновений весны от и до, потому что всегда бывало, что я там какую-то серию пропускал, не сначала там смотрел. Осталось 4 серии, но я все равно досмотрю. Нет, Денис Шабалин, нет. Наверное, все-таки в Пермь я уже не успею приехать и поиграть. Так что уж вы меня извините. Планирую играть еще очень долго. Года 2. Очень долго, года 2. Нет, я не знаю, я не загадываю. Играется. Тут не все зависит от меня, зависит от других людей, от того же «Зенита», от того же, например, если от «Зенита» не будет предложения, от другого клуба, например. Если никто не нужен футболист Заряна, как я смогу играть? Так, по дворе только буду играть, поигрывать. А займусь после карьеры, даже не задумывался, если честно. Вот не задумывался и все. Как говорится, плыву по течению, а там где всплывем, да и ладно. Когда, наконец, придет весна? Ну вот же, встречайте, весна пришла. Не могу точно знать, Александр Антонов, но будем надеяться, что придет она скоро.